Я готов! Тут хочется сказать, и это самое, наверное, главное, что махолет это сложно. Это действительно сложно, это инженерная задача очень высокого уровня. Конечно, может не ракета, да, но тем не менее очень много тонкостей. Это и динамика, и прочность, и аэродинамика, которая мало изучена. Практически каких-либо действительно достоверных исследований не проведено. Поэтому работа с махолетом напоминает больше такую инженерную задачу, в которой каждый раз тыкаешь пальцем в небо и надеешься, что в этот раз попадешь. Ну, у нас получается попадать, что приносит много радости. Чем больше линейный размер махолета, тем, с одной стороны, возникает больше проблем, с другой стороны, он более аэродинамически совершенен. То есть, и, собственно, большой аппарат, он потенциально, он создает гораздо больше силы для полета, ну и, в принципе, он должен быть эффективнее. Современная тенденция, основная использование всех летательных средств, это конвертопланы. То есть аппараты, которые вертикально взлетают и дальше продолжают свой полет горизонтально с помощью крыльев. Вот. Так вот, махолет это самый идеальный конвертоплан. У него нет ничего лишнего. Он с помощью крыльев и взлетает, и продолжает горизонтальный полет. Поэтому дальше, совершенствуя махолеты, можно добиться того, что это действительно будет абсолютно универсальный аппарат, который можно использовать для доставки продуктов. Ну, собственно, те сферы, которые уже подготовили сейчас дроны, махолеты могут вполне заменить и оказаться гораздо более выигрышными. Ну и вот самое удивительное, что махолетчики в мире, они как-то не конкурентные, они скорее наоборот стараются объединяться, потому что так как поле не паханное абсолютно, то здесь скорее все-таки вопрос именно некой синергии и поиска ответов. Еще такая маленькая Восьмикрылый я давно хотел построить, но были у нас, скажем так, опасения, что аэродинамически большое количество крыльев друг за другом создаст проблему, то что задние находятся в тени передних, и аэродинамически они ноль абсолютно, и задняя часть будет проваливаться, и никакого полета. Ну, как показала практика, все нормально. Мы делали испытания, в том числе и продувки дедовским способом, с ниточками. Прижим ниток на заднем крыле есть, значит, обтекание хоть какое-то, но идет. Поэтому крылья работают. Ну и сама динамика аппарата показывает, что, в общем-то, он летит. Вот. На этом аппарате, на Serenity, соответственно, было сохранено кривошипно-шатунный привод, концепция управления крыла была сохранена, но, опять же, все было сделано в сторону увеличения надежности, уменьшения массы. И редуктор. То есть я сразу перешел, во-первых, на электрику, чтобы решить проблему с вибрациями, с крутильными колебаниями. Это, на самом деле, гигантская проблема, потому что редуктор просто разрывает крутильными колебаниями. И, соответственно, поперечная установка мотора, что позволило очень сильно упростить редуктор, отказаться от конусных передач, которые достаточно часто выходили из строя на первом аппарате. Перешел полностью на прямозубые передачи, из-за чего аппарат достаточно шумный получился. Ну, подвывает, как любой прямозубый редуктор. И за счет цепей можно было передать достаточно далеко нагрузку. Это, кстати, стало причиной именно размера аппарата. Ставить более тяжелые цепи нет смысла, потому что слишком большой вес. Под более тяжелые цепи его сильно больше делать надо. Соответственно, мы посчитали, сколько держит цепи, и вот под них, собственно, и строили этот аппарат, поэтому получилась 20-килограммовая модель.